Всем привет! Это видео будет посвящено армянскому языку, а именно армянской письменности. И для начала хочу объяснить, почему я вообще решила делать видео именно про армянскую письменность. В одном из предыдущих видео, а именно про датский язык, я сказала, что этой зимой я путешествовала по Кавказу. И одной страной, которую я посетила, была как раз Армения. Как только я приехала в эту замечательную страну, я обратила внимание на очень интересные и необычные красивые буквы армянского алфавита. И тут я подумала, почему бы не сделать видео именно про армянскую письменность, потому что мне эта тема показалась очень интересной. Так что это видео будет посвящено именно армянской письменности. Но для начала давайте поговорим про сам армянский язык. Итак, что мы знаем об армянском языке? Армянский язык относится к индоевропейской семье языков и выделяется в ней в особую ветвь. Это государственный язык Армении и непризнанного государства Нагорно-Карабахская республика. Общее число говорящих по всему миру около 6 миллионов человек. В течение своей долгой истории, выделяемой в особую ветвь индоевропейских языков, армянский язык в дальнейшем соприкасался с разными индоевропейскими и неиндоевропейскими языками, переняв у них и донеся до наших дней многое из того, чего не могли сохранить прямые письменные свидетельства. С армянским языком в разное время соприкасались хетский и иероглифический лувийский, куритский, урарский, аккадский язык, арамейский, сирийский, арабский, парфянский язык, персидский, грузинский, греческий и латинский языки. Среди индоевропейских языков армянский язык является одним из древнеписьменных. Современный армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 405 году нашей эры. В настоящее время язык представлен западноармянским и восточноармянским вариантами. Давайте теперь чуть подробнее поговорим об истории армянского письма. После принятия христианства в Армении возникла необходимость в создании национального алфавита. Эта потребность была обусловлена общей политической, культурной и идеологической обстановкой в стране. Задачу по поручению армянской церкви осуществил Месроп Маштоц приблизительно в 405 году. Некоторые историки склоняются к выводу, что Маштоц не изобретал заново армянский алфавит, а использовал не сохранившиеся к настоящему времени древнеармянские письмена. Удачно отражая фонетику армянского языка, алфавит Маштоца способствовал не только распространению христианства в Армении, но и развитию армянской литературы и поэзии с раннего Средневековья. История происхождения армянского алфавита известна несравнимо лучше, чем история любого другого алфавита. В 301 году государство Великая Армения официально приняло христианство в качестве государственной религии, еще до того, как оно было уравнено в правах с язычеством императором Константином Великим в Римской империи. Новое вероисповедание, оставаясь религией правящего класса, распространялось среди простого народа медленно. Библия была написана на чуждых народу греческом и сирийском арамейском языках. В 387 году Армения была разделена между христианской Римской империей и зороастрийской Персией. При ослаблении армянского царства армянское язычество, близкое к персидскому зороастризму, вновь усилилось. К концу IV века создание армянского письма и перевод на него Библии стали необходимым условием сохранения христианством статуса господствующей религии в Армении. Достоверно известно, что до создания армянской письменности по настоянию специального церковного собора, организованного католикосом и маштоцем, в Армению были привезены так называемые Данииловы письмена. Однако через некоторое время обнаружилось, что Данииловы письмена не способны служить фиксации армянского языка и в этом смысле неполноценны. О происхождении Данииловых письмен в исторической науке были озвучены разные мнения. Так, в 1892 году Ару Тюнян в своем исследовании предложил идею, согласно которой Данииловы письмена доказывают существование оригинального алфавита у древних армян в эпоху язычества. Некоторые современные ученые считают вероятным, что Данииловы письмена были основаны на семитском письме, в котором гласные звуки не были ясно обозначены.
Даниловы письмена, по их мнению, не могли выразить богатую согласную структуру армянского языка, а также некоторые гласные звуки. Таким образом, Месроп Маштоц был вынужден лично отправиться в Северную Месопотамию для создания полноценного алфавита. Итак, после провала попытки использования Даниловых письмен, Маштоц по поручению армянского царя Авраам-Шапуха с группой учеников отправился в Северную Месопотамию, в города Амид, Эдесса, затем в Самосата. После долгих научных изысканий, изучив разные алфавиты и письменные системы в Эдессе, к 405-406 годам нашей эры Маштоц создал 36-буквенный армянский алфавит. Известно, что в ходе своего визита Маштоц побывал в Эдесском книгохранилище, где, согласно предположениям, вел основные научные работы. В работе над созданием алфавита Маштоц использовал как греческую, так и другие системы письма. Научный вопрос, поставленный перед Месропом Маштоцем, был действительно сложным. При наличии нескольких десятков диалектов необходимо было определить фонетические нормы для общего литературного языка. 7 букв передавали гласные звуки, а 29 – согласные. Выбрать один из видов письма, в частности слева направо, как в греческом, или справа налево, как в ассирийском. Иметь ли отдельные буквы для гласных звуков или создать диакритические знаки для их обозначения и так далее. После этого Маштоц отправился в город Самосата, где с греческим писцом и каллиграфом Рапоносом закончил техническое начертание армянских письмен. Согласно данным биографа Маштоца Карюна, экспедиция продолжалась около 1 года. После создания армянского фонетического алфавита на армянский язык стали переводиться как церковные книги, так и исторические, философские и прочие труды. Создав армянский алфавит, Маштоц стал основоположником армянской национальной письменности. Первым предложением, написанным новыми буквами, было познать мудрость и наставление понять изречения разума. Притчи 1.1. До настоящего времени является дискуссионным вопрос о том, придумал ли Месроп Маштоц начертание и структуру армянского алфавита, или же воспользовался неизвестными современным исследователям древнеармянскими письменами, утраченными во времена Месропа в самой Армении. Предполагается, что, как и в случае с кириллицей и греческим алфавитом, прототип маштоцевского алфавита употреблялся в Армении задолго до Месропа Маштоца как вариант древнесемитского письма. Существует гипотеза, что его отменили с принятием христианства как языческий, а Маштоц был инициатором его восстановления и огосударствления. Для создания армянского алфавита Месроп Маштоц отправился в Северную Месопотамию, на что обращают внимание сторонники концепции восстановления храмовых письмен. Для изобретения алфавита Маштоцу не обязательно было отправляться на чужбину. Он, согласно данной концепции, искал сохранившиеся образцы древнеармянских письмен. Нередко делаются ссылки на первоисточники, в которых говорится о явных поисках Маштоца среди видных ученых и мудрецов. Самые ранние памятники на армянском языке дошли до наших дней в виде манускриптных фрагментов и церковных надписей, датируемых второй половиной V века. Ранние памятники армянской письменности обнаружены в Назарете и Синае. Самые ранние сохранившиеся манускрипты на армянском с точной датировкой относятся к IX веку. До развития рукописей, потребовавших изменения в форме букв с целью упрощения письма, существовали только заглавные буквы с прямым начертанием. Каллиграфическая форма письменности, созданная Месропом Маштоцем, называется еркатагир. Он известен науке также названиями округлый и, собственно, месроповский. Другая форма этого шрифта – прямолинейный еркатагир. Еркатагир доминировал вплоть до конца XIII века. С этого периода доминировал болоргир, мало отличающийся от еркатагира и представляющий его уменьшенную форму. В средние века существовали также формы шхагир и нотргир. В отличие от большинства индоевропейских языков, где согласные звуки делятся на пары звонкий, глухой, в армянском языке к 5 таким парам добавляется еще третий звук – глухой придыхательный. Таким образом, 15 согласных образуют тройную парадигму.
Знание этой парадигмы важно для понимания связи некоторых диалектов с литературным языком, а также при переходе между восточноармянским и западноармянским литературными языками. Также армянский алфавит – одна из 4 алфавитных систем в мире, где имеется разделение букв на прописные и строчные, наряду с латиницей, кириллицей и греческим. У большинства античных народов буквы выполняли также функцию цифр. С этой целью Маштоц условно разделил 36 букв алфавита на 4 ряда, где первый обозначает единицы, второй – десятки, третий – сотни, а четвертый – тысячи. Эта числовая система была одной из наиболее совершенных в древнем мире. Благодаря большему количеству знаков, чем в греческом и еврейском алфавитах, она позволяет изображать с помощью отдельных символов и тысячи, вплоть до 9999. Для обозначения 10 тысяч и его множителей над соответствующей буквой ставился особый знак, именовавшийся бюр – тьма, 10 тысяч. Так, буква со знаком бюр означала 10 тысяч, а последняя буква маштоцевского алфавита с таким же знаком 90 миллионов. Такая система написания чисел применялась в Армении вплоть до 17 века.